Друзья, всем привет! Хочу поделиться с вами одним из моих любимых дел. Люблю так проводить время. Я сочетаю такую арт-терапию с гвоздистоянием. Наверное, уже это где-то есть, но я придумала для себя этот способ сама, и мне это помогает очень сильно расслабиться. Расслабиться именно психологически, и, естественно, все это передается на тело, на физику. Я слушаю мантры и стою на гвоздях. Некоторое время я дышу. Потом, когда я уже чувствую силу, что я могу приступить, я начинаю уже рисовать. И во мне это вызывает очень много разных переживаний. И я читаю мантры даже, потом делаю перерыв на рисование, потом опять читаю мантры. Выбираю их просто потому, какие мне нравятся. Вот сейчас вы слышите Деву Примал, это одна из знаменитых исполнительниц мантр. И тоже я эту мантру читала, я уже успела поплакать и подышать. Много разных эмоций возникает. То есть это действительно такая терапия. Ну и плюс рисунок. Рисунок — это здорово. Поэтому можете попробовать тоже. Может быть, вам зайдет такая штука. Или придумать какой-то свой способ расслабления. Да? Тренировки, массаж. Это хорошо. Но это такое на телесном уровне, конечно, это все передается тоже на психику, но здесь немножко другое, более, наверное, более глубоко и глубина больше погруженность. Рисую я все, что мне придет в голову. Вот я уже 3 раза стояла на гвоздях во время этого рисунка, и сейчас я уже стою 4-й раз. Вот что получается, что придет в голову, я рисую. Бывают дни, когда очень больно стоять на гвоздях. Бывает, когда я стою очень быстро и почти не больно, и не приходится акцент делать на дыхание. И это все отображается на рисунке. Конечно, когда я его закончу, не знаю. Пока я чувствую, что он не закончен. И здесь когда был момент, когда я вставала на гвозди, вот здесь видно на рисунке, вот эти вот такие резкие мазки, это были, когда я вставала на гвозди один из дней, и мне было очень больно. Больно стоять, я дышала и в этот момент рисовала. Потом проходило время, я уже адаптировалась, и здесь были более плавные мазки. Это получилось как будто солнце, хотя там я не планировала солнце, просто само по себе так вышло. И рисунок, наверное, я не задумываю, что рисовать, а просто рисую, что мне подскажет сердце, что мне придет в мою душу во время того, как я стою на гвоздях. Цвет я тоже подбираю. В один день мне хотелось как-то более насыщенного красного, но потом другие дни мне уже не хотелось красного. И здесь много разных есть моментов, которые объединяются в этом рисунке моими внутренними ощущениями и тем состоянием, в которое я погружаюсь, когда стою на гвоздиках. Вот сейчас опять такой момент, я чувствую, что вроде адаптировалась, прошло сейчас уже 30 минут, и я чувствую, что опять нарастает ощущение в теле, в том месте, где я стою на гвоздях. Опять мне требуется немножко подышать.
Можно вот даже покачаться немножечко так, больше расслабить тело. Старайтесь обращать внимание в свое тело, не в мысли, а в тело. Как вот я перемещаюсь сейчас на одну ногу, на другую. У меня там, конечно, пчела, я смотрю, на ноге сидит, но, видимо, ей нравится. Я так как бы расслабляюсь. Расслабляюсь через ощущения телесные, которые мне дают гвозди. Мне кажется, что такие картины, они обладают определенной энергетикой. Именно когда вы их пишете в определенном состоянии. Краски вы тоже можете выбрать, какие вам нравятся. Я люблю масло, потому что оно такое густое, и можно соблюдать границы. Ну, как для меня это, как для человека, тоже важно. Много про границы. Вот кто-то берет акварель, а можно писать еще чем-то, пастелью. Ну, это здесь уже дело выбора. Так что, друзья, находите для себя время, для собственных увлечений, для того момента, чтобы немножко побыть наедине с собой, чтобы расслабиться. Это очень важно. Иначе наша психика может в какие-то моменты жизни не выдерживать. Нам кажется, что это ничего страшного, что ничего не происходит. Мы спешим куда-то, немножко опаздываем. Но на самом деле для нашей нервной системы это уже напряжение. Мы просто его не замечаем. Поэтому призываю всех замечать свои напряжения и избирать способ и уметь это делать для того, чтобы избавляться от напряжения. Все, всем пока. Ну вот, я простояла 2,5 часа. Это очень здорово. Не всегда я могу позволить себе стоять столько на гвоздях. И, конечно, я сейчас вот сошла с доски садху, я ходить не могу, мне очень больно ходить. И здесь такой момент, самый болезненный, он когда вы встаете на гвозди, и нужно этот момент, так сказать, пережить, и потом уже становится не больно. На какие-то моменты боль усиливается, но потом вы адаптируетесь. И самый тоже жестокий момент, когда вы долго стоите, и с гвоздей уходите. И здесь пока вот я встала на травку, уже закат, и немножечко адаптируюсь именно без гвоздей. Ну вот, сейчас я уже немножко постояла 5 минут, сейчас я уже могу перемещаться. А сначала тоже была достаточно сильная боль, вот что осталось. Сейчас попробую показать. Вот такие следы остались. Вот. Но здорово. И я сейчас наполнена энергией, потому что хотя бы 2,5 часа этого дня я делала то дело, которое мне нравится. Не потому, что это надо, или кто-то научил, или это нужно делать для того, чтобы расслабиться. А вот мне это прям по душе. Вот что получилось. Но это пока тоже незаконченная картина. Просто для души, для себя. Не обязательно уметь рисовать. Это все миф, что нужно рисовать только тем, кто умеет, или учиться рисовать. Нет. Берите краски, расслабляйте свои мысли, избавляйтесь от них, погружайтесь в рисование или в лепку, что угодно. Всем пока еще раз.